Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро-прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Таро на неделю. С 5 по 11 мая. Что изменится? Или что, быть может, заставит измениться вас? Давайте узнаем. С чем могут быть связаны события будущего именно этой недели? В какой сфере жизни вы будете, возможно, принимать важные решения или корректировать? И к чему это все идет? Какое продолжение следует? Достанем карту «Знаки судьбы». На что нужно обратить внимание? И, конечно, мои дорогие весы, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Карты Таро – это как метафора, инструмент для самопознания и в первую очередь осознание тех глубинных процессов, которые происходят в вашей душе и формируют вопрос или проблему. Мы изучаем сами себя, и цель расклада – найти решение этой проблемы, прожить ее эмоционально и снять напряжение. Мы с вами вместе размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и поэтому вот такая репетиция, если можно так назвать, когда действительно через карты Таро мы можем, условно пережить какую-то ситуацию или беспристрастно найти, рассмотреть, опять же, какой-то ваш вопрос и найти альтернативный вариант. Итак, смотрим. Что же спешит вашу жизнь, мои дорогие? Какие события будущего ожидают вас в эту неделю? Смотрю я. Смотрите и вы, что нам подскажут эти маленькие карты старинного пасьянса цыганского. Так называется, потому что есть одно значение. Как-то так назвали. Он у меня очень давно. И это его первоначальное название, поэтому я его сохраняю. И вот смотрите, у вас выпадает змея. У нас сегодня, на сегодняшний день, да, год змеи, и это, конечно, символ мудрости в первую очередь. Поэтому, с одной стороны, к каким-то решениям нужно подойти мудро. Но есть и другое значение основное, поэтому пасьянсу, когда не все, может быть, люди-братья, или не всем стоит доверять. По этой карте за вами кто-то может наблюдать, или вы, мои дорогие весы, уже кому-то сами не верите. Вы ждете подвоха, что, не все тут что-то состыковывается. Или конкретно в вашей жизни есть тот человек, который вас уже подводил. И понятно, наш прежний опыт нам не дает расслабиться. А еще у вас выпадают деньги. Это могут быть как и получение суммы, или это могут быть согласования, важные документы. Может быть, не напрямую деньги, а как какой-то вопрос, который касается финансов. Финансов на сегодняшний день или на последующие дни. Это могут быть, к примеру, когда вы хотите продать и купить недвижимость, или когда вы вообще рассматриваете какие-то варианты по перемещению, например, когда вы ищете работу, или как вторичный доход, может быть, вы имеете профессию, но понимаете, в наше сложное время неплохо бы такую себе создать подушку безопасности, приобретаете ремесло, может быть, и так, или собираетесь, и нужно проплатить за какие-то курсы. Наверное, самые такие разные направления. А у кого-то напрямую это будет касаться какого-то ключевого партнерства, может быть, личное дело, творчество, хобби, бизнес, мои дорогие. И есть какая-то зависимая ситуация от того человека, которому вы теперь уже не доверяете. Переложите это на свою жизненную историю. Подумайте. Но, тем не менее, нам карты говорят, посмотрите, по деньгам исполнение желаний. Корабль – один из символов Меркурия. И, кстати, может быть, вы хотите, документально тут что-то оформить. Или вам нужно получить этот документ и заплатить какую-то сумму. И тогда, почему документ? Потому что мы работаем с информацией, когда выпадает этот символ корабля. Много информации, и мы ее ищем, и нам кто-то отвечает. Мы работаем с ней, напрямую именно работаем. Мы хотим решить какой-то вопрос. Но все же это еще и исполнение желаний. Именно в этом пасьянсе. Поэтому вот то, чем вы занимаетесь. Что бы вам тут не казалось, или что бы вы тут не предполагали, но все же я вижу
какое-то удачное решение либо документального вопроса, либо вопроса касаемого денег. Идем дальше. Да вы даже рады будете. И знаете, вы здесь можете где-то вот, если мы сложим все значения, то вот эта змея, это может быть еще и ваше сомнение, потому что, опять же, его величество опыт. Уже где-то вы там ошибок насовершали, или сам по себе меня смотрят люди уже в таком более зрелом возрасте. И правда, опыт, сын ошибок трудных, не дает замечтаться. И приходится понимать, что, ну да, тут вот как-то двояко. Или может решиться ситуация, или мне придется какой-то, возможно, длинный более путь проделать, прежде чем я осуществлю свое намерение. Но я здесь вижу, что здесь альтернативный путь, потому что есть и исполнение желаний, и есть радость. Или это будет какое-то содействие, или вы найдете выход, или какая-то, ну, может быть, и оказия, его величество, случай. Я этого тоже не исключаю. Все же мы все разные. Идем дальше, весы. Такое оптимистичное начало недели, скажем. Кто-то может добиваться вашего сердца конкретно, или любовная какая-то история. Может быть, это связано с вашей семьей, с вашими родственниками, для людей семейных, с вашими детьми. Здесь может радость произойти или поступить какое-то сообщение, когда действительно у вас решится вопрос либо быстрее, либо вы тут что-то можете согласовать, или если по семье, это те вопросы, как семейный бюджет. Здесь тоже вы что-то можете, как и проговорить, и, может быть, какую-то проблему вы сможете или вопрос решить быстрее. Или как здравая мысль будет у вашего партнера. Обсудите, может быть, через диалог, потому что информация, опять же, по кораблю, или какой-то, ну, диалоговая форма контактов, она ведь тоже допускается. Поэтому, ну, есть возможность, мои дорогие, решить для вас что-то. А может быть, решается вопрос по поводу вашей личной жизни. И я этого тоже не исключаю. Идем дальше. У вас, посмотрите, не то, что решается вопрос. У вас как открывается путь. И поэтому, если были какие-то договоренности, или нужно было с этими договоренностями как-то поработать, что-то прояснить, может быть, дополнительную информацию найти. После этого еще раз какие-то согласования. Ну вот есть как, правда, какой-то, или был, я бы сказала так, камень преткновения, когда либо какое-то дело пойдет быстрее и завершится раньше, чем вы это предполагали, либо вы сумеете договориться, и здесь у каждого будет по-своему. У кого-то не, на самом деле вопросы личной жизни. Но иногда сердце говорит о том, что, ну, как какое-то лицо, которое к вам лояльно относится, или действительно какое-то дело без заминок каких-то заторов у вас решается, и вот этот самый путь, это как жизненный путь, у вас открываются новые возможности и перспективы. Или возможности, может быть, старые, но словно это вы уже об этом думали, и вполне вероятно тогда змея будет свидетельствовать, что, ну да, не доверял, или даже сомневался, что это когда-нибудь произойдет. Но тут что-то происходит, потому что я тут вижу все же есть, знаете, или группа единомышленников, или пусть один человек, который в вашу сторону как раз настроен лояльно, и я бы даже сказала искренне. Лебедь, искренние чувства, любовь, эмпатия. Или пусть это даже какая-то дружба, дружеские контакты, взаимоотношения, и значит, вам это тоже, мои дорогие весы, каким-то образом помогает. Да, точно помогает. Все то, что я сказала, карта, значение, точнее, Солнца, все это удваивает. И Солнце – это выбор правильного направления. И где-то нам говорят, то, что ты задумал, ты будешь этим продолжать заниматься последующие полгода. Может быть, то дело, которое вы сейчас планируете, оно не такое быстрое, поскольку нам, как я всегда говорю, Солнце – это есть такой ориентир по времени. Или это ваша задумка, которая
ну, может быть, какой-то этап решается, или бумага, документ подписывается, открывает этот путь или как зеленый свет. Но и еще какие-то усилия вам предстоит приложить, но все же по этому значению, по солнцу. Это мы идем к радости, к осуществлению нашей мечты. Сбываются наши мечты или желания, по крайней мере, мы можем что-то осуществить. И не все так быстро, да. У вас совпала вот эта листва, называется она дерево. В этом пасьянсе имеется в виду какое-то ожидание. Но примите во внимание, что добрые дела наспех не делаются. Поэтому, ну, есть какая-то дистанция по времени. У кого-то это может быть действительно как регламент по документам. И сколько тут не прыгай, будем говорить, а не прыгнешь все равно, понимаете? И вот, кстати, мои дорогие весы, змея, да, мы можем думать на какого-то конкретного человека. Ух, змея! А по факту это может оказаться доброжелатель. Кстати, здесь может быть, знаете, ангел. Это как доброжелатель или может быть для вас, как высшие силы вам помогают. Ангелы-хранители. Ну, скажем так, это как вам по судьбе что-то. И значит, какие-то препоны, задержки, ожидания вы все равно преодолеете. Вот прикладывая усилия, здесь все-таки о ваших усилиях и о работе с информацией, и постоянной какой-то, ну, как переосмысление, может быть, или какой-то интеллектуальный диалог с самим собой, как лучше обустроить что-то. Имеется в виду не через чувства, нет, хотя это кто-то пытается к вам чувства. Может быть, у вас какие-то чувства есть. Почему нет? Я этого не отрицаю. Но для того, чтобы решить какой-то вопрос, который вы именно хотите, вам будут помогать более беспристрастные энергии. Но я допускаю, что вы можете с кем-то помириться или даже с тем человеком, с кем была ссора, да, если мы говорим змея, и буквально сразу же нам выпадают в этом квадрате, а мы можем соединять то, что по горизонтали, вертикали в крайних рядах, то вот тот, кого вы считали недругом, может вам прийти на помощь. И может быть, это какие-то важные разговоры, переговоры, когда вы проясните отношения, ситуацию, вот так беспристрастно, холодно, какой-то компромисс найдете. И иногда так бывает. Мы сталкиваемся с людьми, и нам кажется абсолютно глухая стена недопонимания. Но когда мы не закапываем какую-то проблему, а наоборот, мы учимся выносить свой вопрос или проблему, словно наружу. Не вниз действия, а вверх, для того, чтобы что-то прояснить. Не додумывать, не устраивать себе глубокую философию на мелком месте. А вот такой психологический прием – проговорить, и тогда все встанет по местам. Пока с вами говорю, просматриваю, что у вас еще совпало, и не вижу я больше совпадений, поэтому мы с вами идем дальше, мои дорогие весы. И будем с вами узнавать следующий вопрос. Что неожиданно изменится? Или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? И первая карта – это внешние события, то, что меняется вокруг, воздействует на вас, и вас где-то меняет тоже. А вторая карта – что измените вы? Что будет в ваших силах? И, конечно, достанем третью карту. А к чему же это все идет? Какое продолжение следует? Иначе зачем мы тут пытаемся просчитать какую-то ситуацию вместе? Знаки судьбы. Это как подсказки высших сил или на что вам следует обратить внимание. В чем-то не промахнуться. Или, может быть, и куда-то не поторопиться. И к чему все идет? Еще раз перемешаю, и мы достанем по основным сферам жизни 3 карты. Первая карта будет символизировать сферу ваших достижений, профессиональной деятельности, работы, учебы или документы. Вторая карта будет называться денежная энергия или финансы. И третья – любовь и личная жизнь. Итак, давайте узнавать, что же неожиданно изменится. Или в какой сфере вам придется принимать важные решения. По части денег вот вторит нашему пасьянсу карта «Добрые дела» действительно наспех не делаются. И поэтому, если есть какое-то ожидание, ну так мудро, все же змея
для большинства из вас может проиграться ваша мудрость. Но не все в жизни однозначно, это правда, но мы не должны настаивать на своем, а мы должны среди вороха неопределенности найти какой-то свой путь или решить какой-то вопрос или проблему. И по семерке Пентаклей это денежные темы, когда мы садим, словно вот это зернышко, один Пентакль, и вот нам уже 7 Пентаклей изображают, что процесс роста пошел. Мы растим денежное дерево. Поэтому все то, что будет касаться финансового благополучия, это тема номер раз. И что неожиданно изменится, это могут быть, конечно, все-таки это карта неспешности, в первую очередь, безусловно. Мы тут с места в карьеру никуда не бежим, но мы можем изучать документы, мы можем контролировать какую-то, отслеживать ситуацию, как меняются, может быть, даже законы, выходят подзаконные акты. Если в теме вашей стоит получение той или иной бумаги или каких-то важных согласований, вы можете искать работу, дополнительный источник заработка. Или изучать, кстати, какие-то финансовые системы, как это работает. Предполагать, что да, где-то мы ожидаем, весь мир ожидает, будут все-таки в финансовых системах общемировых перемены, хотим мы этого или нет. Это будет за счет того, что, ну, даже астрологически Уран переместится, это будет летом в знак Близнецы, и это где-то Близнецы, это один из символов Меркурия или Гермеса, корабль. Поэтому, да, на пороге где-то мы это все ожидаем. И одновременно планета Юпитер у Близнецов будет во втором доме гороскопа. Это не только для Близнецов, хоть и вы относитесь к Весам. Но на вас это может влиять более ощутимо, потому что вы, как и Близнецы, принадлежите к стихии воздуха, мои дорогие. Поэтому денежная тема тут для вас до конца 2025 года будет, ну, более чем актуальна. И поэтому, с одной стороны, зри в корень, да, не позволяй себе эмоций, потому что по поводу денег тут эмоции нам путаницу будут создавать. С другой стороны, все же наспех что-то не получится осуществить. Здесь какая-то стратегия, тактика на более долгий период вам буквально помогает. Ну, давайте посмотрим, а что же будете менять вы? Вы действительно что-то будете менять? По восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. Да, по этой карте есть еще и завершение. Вы что-то завершите, вы в чем-то поставите точку. Может быть, это касается сферы работы или я могу допустить, для кого-то из вас было две работы, допустим, основная ваша профессиональная деятельность, но еще какой-то дополнительный доход, и вы можете, как альтернативный какой-то вариант, который вы рассматривали, именно как запасной аэродром, может быть и так. Но для кого-то из вас этот запасной аэродром может оказаться основным. Почему? Вот смотрите, девушка наша, она уже повернулась, по сути дела, спиной. Мы говорим к прошлому. И в этом тоже есть значение. Но что мы оставляем в прошлом? Вот по этой карте неплохо бы поразмышлять. Вот эта чаша с огнем. По сути дела, огонь. Как огонь очага или какое-то тепло, которое нас согревало длительное время и которое мы поддерживали, вот этот огонь. Но, видимо, настало время идти к натуральному огню, будем говорить, вот к этому солнцу, когда сбываются наши мечты. И вполне вероятно, вы оставите что-то как малозначимое или какие-то метаморфозы, как через информацию, могут происходить на этой неделе, но перед вами открывается вот это солнце, новые возможности, новые перспективы. Вы словно шагнете в это завтра, уже сегодня, потому что вы четко видите, чему отдать приоритет. Вот вы видите, чему отдать приоритет, и поэтому вы сами будете вносить коррективы в свою жизнь. У кого-то это будет касаться каких-то, может быть, даже мелких деталей. Тут можно изменить даже имидж. Мы тут вообще меняем и себя, и свою жизнь, потому что мы движемся вот в этом направлении больших перспектив или то, что мы хотим осуществить в реальной жизни. Не то, что мы какое-то время, может быть, и было это дорого, но теперь мы осознаем, мир поменялся, обстоятельства поменялись, и для нас наступает то время, когда мы должны как-то по-новому продолжить свой путь, к чему все идет.
И я, конечно, допускаю, для кого-то к любви идет. Почему нет? Нам об этом тоже говорили. Или я могу сказать, ведь это карта дипломатии. И, кстати, вот как, наверное, два эти значения. Сердце и то, что мы с вами складывали, лебедь, да? Искренние отношения, эмпатия, любовь. Верность, кстати. Так вот это могут быть как дружба надежная или партнерские отношения, умение договориться, а вы можете демонстрировать чудеса дипломатии. Так вот для вас, мои дорогие, будет очень важно, это так где-то астрологически даже. Вот вашу дипломатию такое ценное качество в нашем турбулентном мире. Не использовать просто так, а использовать себе во благо. Я вас хочу пригласить на сайте во вкладке «Сообщество» есть астрологический гороскоп, который я уже опубликовала давненько. Перейдите, прочитайте, что вам подскажут звезды. Или какие энергии для вас будут наиболее полезны, продуктивны. Переложите и на астрологический прогноз свою историю или то, что вы хотите осуществить, и я думаю, подсказок будет больше. То есть себе больше употреблять во благо или время подумать о самом себе, о самой себе, мои дорогие весы. Причем сделать это рационально. И я так вижу, для кого-то изменение может быть и в личной жизни, или решение проблемы, потому что вы правильно воспользуетесь вашей дипломатией. И какие-то контакты будут продолжены. К чему все идет? Какое-то красивое продолжение следует. Или вот этот путь к солнцу. Он действительно перед вами, может быть, откроет новые перспективы, новые знакомства, новые горизонты. Вы и сами расширяете кругозор. Нам где-то об этом как раз и говорят. Мы горизонты видим по-другому. Раньше мы видели в моменте здесь и сейчас вот эту чашу, а теперь, нет предела совершенству, мои дорогие. Ладно, знаки судьбы, на что обратить внимание. Конечно, по королеве жезлов мы не должны найти в первую очередь еще какие-то грабли, да, будем так говорить, потому что королева жезлов – это сильная позиция. Но это сильная позиция к человеку, и неважно, кстати, что у нас королева, меня смотрят мужчины. Все же мы не по полу карту рассматриваем, мы с вами смотрим именно энергии, символы, которые нам желает передать карта, и перекладываем свою жизненную историю. Так вот, это карта сильного человека, которого жизнь много раз ставила на колени, который много раз доверял, а потом попадал в просак. Тот, который, может быть, доверял даже свои идеи, а у него их украли. Тот, который верил где-то людям, а его предавали. Вот этот нелегкий путь проб и ошибок, он сделал где-то королеву жезлов очень молчаливой. Вот основное значение, что нам хотят сказать высшие силы, как подсказка. Не говори ни о своих планах, ни о том, что ты собираешься делать. Вы в этот период будете очень притягательны, мои дорогие, потому что королева жезлов обладает магнетизмом. С ней хочется дружить. Она, кстати, мои дорогие девочки, хотя я могу такое допустить и для мужчин, но все же вот по части женских энергий, это, как, знаете, желание обладать этой женщиной или с ней дружить, находиться с ней рядом. Интересна она, интересны ее мысли, интересны ее вообще как ход или задумка, ее самовоплощение или как ее, может быть, какой-то важной составляющей, и от чего она отталкивается, когда у нее что-то получается осуществить. Здесь как женщина-загадка может проходить. Но, тем не менее, какие-то контакты, они будут продолжены, и вам буквально помогает, когда вы много о себе не говорите, не распространяетесь. Но, коль уж время такое, и где-то карта об этом, что к вам люди будут приносить как и какую-то информацию, или к вам могут обращаться за советом, или разного рода персонажи тоже могут быть, потому что магнетизм, мы говорим, да, а вам придется фильтровать их и не замечтаться, и никому не говорить ни да, ни нет. Вы знаете, уметь отступать полшага назад или оставлять для себя маневр, чтобы отступить и дать себе время подумать и не повторить каких-то прежних ошибок. Я вижу так. К чему все идет? Наверное, к тому и идет. Нам говорят, что тебе вот такие энергии будут помогать.
Еще впереди тебя ожидает какой-то информационный хаос. Будьте реалистами. Работа с информацией продолжится. Или какие-то важные согласования. Продолжатся, мои дорогие, также контакты с самыми разными людьми. И вы никогда не будете знать, что от них ожидать. Будут и те люди, которые будут вам что-то пафосно обещать или говорить, что этот вариант беспроигрышный. Но по пятерке жезлов мы не можем на этих людей опереться, потому что, как они вам обещают утром, они с таким же успехом к вечеру о вас забудут. Или это те люди, которые, к примеру, если даже они вам что-то обещают, но возникают какие-то перемены в их жизни, или для них какой-то удобный или интересный более вариант, то они отдают предпочтение именно своим интересам. По пятерке жезлов проходят те люди, которые в нас заинтересованы. И вот тут, наверное, отделить зерна от плевел для вас будет очень важно, потому что есть и те люди, которые к вам настроены искренне, мы с вами говорили. Но, может быть, это один человек. Но будет еще и множество тех, которые хотят это транслировать. Но там интерес. А помните, интерес сегодня есть, а завтра он закончился. Или появился новый. Поэтому это где-то может быть и у вас, вы тоже в таких энергиях, когда вам придется перестраиваться или контактировать с разными людьми. Ну, и люди где-то могут пытаться на вас воздействовать, манипулировать. Могут говорить, кстати, в последующем и нелицеприятные вещи. Вот вас ни как пафос, ни как какое-то обидное слово вообще не должно цеплять. Вы должны быть на своей волне. Вот это как подсказка высших сил или как знак судьбы. Сфера ваших достижений. Но, пожалуй, все то, что я говорила, все же шестерка кубков, именно в этой колоде, обратите внимание, дружба. Поэтому какие-то доверительные, искренние отношения у вас есть. И, может быть, друг дельным советом, не просто советы, да, постороннего, а тот, который, ну, как-то сопереживает вам или пытается искренне вам помочь. Мы уже об этом говорили. Он даст этот дельный совет, или вы вместе что-то можете проговорить, обсудить и найти решение проблемы. Даже по документам. Или, может быть, это у кого-то вопросы работы, у кого-то работа на дому. Вот такое может тоже проиграться. И вы тут что-то будете обустраивать для себя или делать жилье более подходящим для рабочего процесса. Но есть еще и те люди, которые вам буквально могут оказать содействие или прийти, ну, на некоторую помощь. Они не будут это делать за вас. Но вы будете более уверенно себя чувствовать, потому что есть единомышленник. Пусть один, но в наше сложное время, правда, даже на ваши достижения играют или влияют какие-то правильные контакты или правильное окружение. Ну и, безусловно, дипломатия, мои дорогие. Но по шестерке кубков, если мы рассмотрим другие карты, есть какая-то история из прошлого, которая будет в более позитивном ключе продолжаться именно на этой неделе. И у кого-то это будет как решение вопросов денег, да, но через людей, или, может быть, важных согласований. И здесь мы дипломатия, по деньгам тут тоже дипломатия где-то помогает договориться. Или пусть это важные согласования, но тоже в более таких дружелюбных энергиях. С вами будут хотеть контактировать. И даже отправляясь к чиновникам, мои дорогие, ну, как и ваш врожденный такт, помогает вам. Но так, видимо, и люди словно готовы слышать вас. Что же там на деньги? Ну, придется переиграть, передумать какую-то концепцию денег, что-то изменить, потому что, ну, обстоятельства, это для кого-то может быть, и действительно какая-то новость, информация, либо вы ее находите, либо она находит вас буквально, и вы меняете концепцию, ну, даже где-то своего благополучия. Или вы что-то реформируете, реструктурируете, как по части и отношения к финансам, так и по возможностям заработка или откуда к вам приходят деньги. Может быть, и финансовая система меняется на какой-то новый диапазон, или вы теперь это остро чувствуете. Карта перерождения. Я надеюсь, что все прекрасно понимают правильно, что смерть – это окончание. Это не есть на финансы, ну, буквально какая-то смерть. Но
карта нам говорит о том, что в прежнем ключе или прежними методами ты далеко не пойдешь. Невольно. Может быть, это внешние события, мировые какие-то события, концепция. Она все равно подходит к какому-то финалу. И будет важно для вас перестроиться по части финансов. Перекладывайте на себя. Мы много об этом сказали, я уже не повторяюсь. Личная жизнь, рыцарь мечей. Ну, тут не назовешь эту карту про любовь, да? Хотя мы в других картах, в других позициях это рассмотрели. Но, видимо, вам действительно какие-то взаимоотношения помогают для дел. Если же мы берем, ну, просто любовь саму по себе, чувства или эмоции скорее, но здесь нет, здесь рационализм, правда. По рыцарю мечей это либо мы сами отправляемся в инстанции, мы отправляемся в налоговые органы, мы отправляемся к каким-то чиновникам, мы отправляемся, к примеру, к юристам, адвокатам. Мы ищем истину, и мы ее находим. Вот для этого со знаком плюс проигрывается всегда рыцарь мечей. Но мы тогда готовы даже услышать какую-то правду, которая со знаком минус. Но мы же истину хотим, а не розовые очки. Вот в этом карта буквально помогает. И мы с вами говорили, что да, вы в более рациональных энергиях, потому что где-то и настрой, вот эта змея, вы кому-то не верите, правильно делаете. То есть вы допускаете все равно, что либо какое-то дело, ну, не быстро выгорит, да, вот есть такая фраза, выгорит, не выгорит. Имеется в виду, что, ну, с первого захода может не решиться. Или потребуются еще какие-то дополнительные согласования или действия, или какие-то дополнительные контакты. Я могу сказать, хоть это и не на личную жизнь, но кого-то так это крылом может затронуть, да, зацепить. Иногда проходят проверяющие. Если вы, мои дорогие весы, принадлежите к руководящему составу, и пусть это ваше подразделение не такое крупное, то вам, скорее всего, придется контактировать с какими-то особами, которые имеют статус или какой-то вес, и вам с ними придется договариваться. Но пусть это на любовь. Но все же личная жизнь – это еще и наши личные переживания. И вот для вас тут есть какие-то контакты, может быть, с человеком, с которым вы не очень согласны. Или может проходить та персона, которая на своей волне. Причем настолько, что на вас как давлеет или как имеет, знаете, уже предрасположение какое-то. Или, ну, как-то вас представляет, и вот в этом ключе начинает с вами общение. Иногда начинают с нами общение где-то жестко по этой карте, и к этому будьте готовы тоже. Но это, опять же, к тем людям относится, которые именно руководитель. Когда вы за какой-то процесс отвечаете. А почему личная жизнь? Потому что вы это будете обдумывать. Не только на работе оставите эти мысли и думы. Нет, скорее всего, вы будете думать и на последующий период, находясь даже дома. И кто знает, вот здесь вы рационально, скорее всего, для себя что-то и решите. Может быть, когда отдохнули, да, говорят, утро вечера мудренее. Ну, есть какая-то вопрос или какая-то тема, которая для вас абсолютно точно важна. И даже если вот тогда для вас может и проиграться змея и одновременно ангел. Иногда мы сталкиваемся с людьми, и нам кажется, вопрос неразрешим кардинально, потому что человек настроен словно против нас. Или человек имеет какой-то сложный характер, какую-то психологическую, очень сложную для понимания точку мировоззрения. С ним договориться, ну, практически невозможно. А у вас это получится, потому что ангел. И вы можете остаться вот с таким сложным человеком, мои дорогие весы, лучшими друзьями на долгий период времени. И более того, вам еще этот человек может помочь в последующие полгода как-то решить многие вопросы или к его советам следует прислушаться. Ну а для тех, у кого любовь, я уже не повторяюсь, потому что нам все карты рассказали. Есть добрые энергии, и сама по себе карта двойка чаш нам тоже об этом сказала. Любовь присутствует, но все же мы все разные, поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.